Здравствуйте! Приветствую вас на канале NovInfo в разделе IT-подсказки. Здесь мы помогаем решить проблемы с вашими устройствами. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, можете переходить на наш сайт и там тоже задавать вопросы. Мы максимально постараемся вам помочь решить ваши проблемы с вашими устройствами. Ссылочка на сайт будет в описании. Сегодня мы будем производить чистую установку Windows 10. Что нам для этого потребуется? Потребуется нам USB-накопитель объемом не менее 8 ГБ. И будем делать по инструкции Microsoft. Для этого заходим на сайт Microsoft, вернее, набираем в поисковике установка Windows 10. Открываются результаты поиска. И открываем вот этот результат. Здесь нам предлагается обновить до Windows 10 уже установленную систему или скачать средства. Мы скачиваем средства. Вот оно скачалось. Устанавливаем его. Ждем. Почему я рекомендую устанавливать по инструкции Microsoft? Microsoft солидная компания, которая выпускает эту операционную систему, и кому как не ей лучше знать, что поставить и как. Использовать сборки в сети, да, это возможно, но человек, который делает эту сборку, вряд ли владеет теми ресурсами, которыми владеет Microsoft. И подгоняет он эту систему только лишь под то железо, которое у него есть в наличии. Соответственно, он еще устанавливает программы, которые якобы ему нужны. Но все эти программы можно установить самому. Готовая сборка все-таки ставит то, что поставил человек, а не выбрали вы сами. И нужны вам эти программы или нет, непонятно. Может быть, понадобится, может нет, но они все-таки стоят. Нажимаем «Далее», выбираем «Выпуски», убираем галочку «Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера», нажимаем «Далее». Нам понадобится USB-устройство. Подготовить. Вот оно у нас выбрано. Жмем «Далее». Не забудьте, пожалуйста, учесть, что все данные, которые были на USB-накопителе, будут уничтожены. Поэтому, прежде чем вставлять USB-накопитель, сохраните все нужные данные вам где-то в другом месте. И потом устанавливайте USB-накопитель. А пока идет установка USB-накопителя, вернее запись USB-накопителя, я попытаюсь рассказать свое мнение, почему лучше выполнять чистую установку Windows. Даже если вы приобрели ноутбук, например, с уже предустановленной Windows. Покупая ноутбук с предустановленной программой, помимо самой Windows, производитель еще устанавливает демо-программы различных производителей, такие как антивирус, редакторы различные, еще что-то. Нужны они вам или нет, неизвестно, понадобится это в дальнейшем или нет, но они установлены на вашем ноутбуке или на вашем устройстве, и они занимают как оперативную память, так и ресурсы процессора. А демо-программы еще по истечению времени начинают предлагать купить их, начинают выскакивать различные окна, что, например, меня просто раздражает. И зачем мне на компьютере иметь те программы, которыми я не буду пользоваться? В настоящий момент антивирус самый лучший считается Microsoft. И устанавливать какой-либо сторонний антивирус я просто не вижу смысла. И все остальные программы. То есть каждый человек, приобретая устройство, намеревается его использовать для каких-то целей. И если, купив устройство, на нем установлены те программы, которыми он не будет пользоваться, какой смысл держать и грузить все это? Грузить память, грузить само по себе устройство, когда можно просто-напросто поставить чистый Windows и использовать только те программы, которые нужны вам.
Если понадобилась какая-то любая другая программа, ее можно с таким же успехом установить. А оставшиеся ресурсы будут использоваться нужными вам программами. За активацию Windows тоже не стоит беспокоиться. Если у вас была установленная система, активированная система, то при ее переустановке система автоматически активируется только после связи с ресурсами Microsoft. То есть, если вы купили ноутбук с предустановленной системой, то вам достаточно первый раз установить эту систему, выйти в интернет, зарегистрироваться. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Вернее, как проверить, что ваша система активирована. А в дальнейшем вы уже можете свободно переустанавливать систему, и при выходе в интернет она будет автоматически активироваться. Итак, нажимаем «Пуск», «Параметры», «Обновление и безопасность». Но здесь можно посмотреть, проверить наличие обновлений, или нажимаем вкладочку «Активация» и смотрим, есть ли у нас активация. Если активация произведена, то все в порядке. Мы можем спокойно переустанавливать Windows. Ну а если у вас активации нету, то предварительно, если вы собираетесь в дальнейшем ставить Windows 11, да и просто десятку, вам нужно будет активировать ее. Неофициальные способы активации Windows 10 я затрагивать не буду. Это просто-напросто нехорошо. Лучше всего Windows активировать с помощью приобретенных ключей активации. Ну или же воспользоваться способом от самой компании Microsoft при помощи ключей многократной активации Windows. Как произвести эту активацию изложено на нашем сайте nopinfo.ru. Ссылочка на сайт будет в описании. Обращаю ваше внимание, если вы в дальнейшем собираетесь перейти на Windows 11 и воспользоваться бесплатным переходом на Windows 11, то вам сначала нужно будет активировать Windows 10, с помощью центра обновлений установить Windows 11, активировать ее, а потом уже приступать к дальнейшей переустановке Windows 11. Как устанавливать Windows 11 будет изложено в следующем видео. А как подготовить загрузочную флешку для Windows 11 указано здесь. Ну вот наш накопитель готов. Теперь мы уже можем загружаться с него и устанавливать Windows 10. А если мы захотим воспользоваться этим же накопителем для установки Windows 11, то мы просто-напросто откроем наш USB накопитель, удалим его содержимое и разархивируем ISO-образ Windows 11 в этот же флеш-накопитель. И с него можно будет свободно загрузиться и начать установку Windows 11. Загружаемся с загрузочного USB накопителя. Я буду выполнять это на виртуальной машине. Как вам загрузиться на вашем устройстве, будет в инструкции по эксплуатации к вашему устройству или поищите в интернете. Выбираем нужную нам операционную систему, или 32, или 64. Нажимаем Enter. Выбираем язык установки, но у нас русский. Формат времени Россия, методика Россия. Нажимаем Далее. Нажимаем Установить. Ключ вводить не будем. Если у вас уже была предустановленная Windows, то этого у вас не потребуется. Просто я нажимаю на меню ключа продукта. Выбираю Windows на 64 Pro. Нажимаю Далее. Принимаю условия лицензионного соглашения. Далее. Выбираю выборочно только Windows. И создаю раздел. Ну, как показывает опыт, меньше 200 гигабайт раздел создавать не стоит. Выбираем 200 гигабайт, можно чуть больше. Это удобнее, потому что редко кто переносит на диск D, пространство много занимает.
запрашивать на создание дополнительных разделов. Соглашаемся. Создаем сразу второй раздел. Выбираем установку в нужный раздел. Началась установка. Установка займет какое-то время. Весь процесс установки я показывать не буду. А вы пока подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете для себя много интересного. Ну вот и наконец начинается завершение установки. Система говорит нам, что перезагрузится. Можно нажать на кнопку перезагрузиться, можно подождать, пока она перезагрузится самостоятельно. При установке система будет перезагружаться несколько раз. Нам придется подождать, пока запустится служба, пока пройдет подготовка наших устройств. Ну, в общем, понаблюдать. Все это показывать опять я не буду. И мы перейдем уже к настройкам непосредственно после установки системы. Итак, система установилась. И мы выбираем язык. Выбираем русский. Также выбираем страну России. И нам может понадобиться установка дополнительных языков. Как правило, я добавляю еще английский США. Выбираю английский США. Выбираю страну США. Немножко приходится ждать. Ждем, пока система примет региональные настройки, установит их. И в дальнейшем приступим к настройке системы. Итак, установились. Система спрашивает, для чего нам нужно установить. Указано, что для домашнего использования. В дальнейшем нам предлагается ввести учетную запись Microsoft. Мы этого делать не будем, а просто-напросто введем автономную учетную запись. Ввести учетную запись Microsoft мы всегда успеем. А так у нас будет автономная учетная запись. Итак, нажимаем «Продолжить ограниченную установку». Выбираем пользователя, обычный пользователь юзер. Вводим его. Можно установить пароль. При этом система у нас будет запрашивать установку контрольных вопросов и ответов. Мы пропустим это, а просто нажмем «Продолжить». Не будем устанавливать пароль. В дальнейшем его всегда можно установить. Итак, далее. Параметры конфиденциальности. Я лично рекомендую отключать все, что затребовано в этом разделе. Все, что нам в дальнейшем понадобится, мы успеем включить позже. А сейчас не нужно отправлять лишних данных куда-либо. Отключаем все и нажимаем кнопочку «Принять». И вообще в дальнейшем старайтесь как можно меньше отправлять свои личные данные. Все это может впоследствии быть использовано против вас. На нашем канале есть статьи о том, какие данные собирают смартфоны, что они отправляют на сервера. Точно так же отправляет в этом случае наш персональный компьютер. Поэтому в этом отношении будьте осторожны. Подсказка на видео о смартфонах в правом верхнем углу. Ну а мы при этом ждем, пока наша система создаст нашу новую учетную запись. И в дальнейшем мы приступим к ее настройке. Ну, вот уже учетная запись создана. Входим в нее. Нас сразу спрашивают, доверять ли нашей сети. Если мы хотим доверять этой сети, значит жмем «Да». Если хотим не доверять этой сети, значит жмем «Нет». Ну, соответственно, я нажимаю «Да». Ну, настройкой Microsoft Edge пока мы заниматься не будем. А лучше проверим, все ли драйвера у нас установились в системе. Для этого нажимаем правой кнопкой на значок пуска, выбираем диспетчер устройств. Открывается диспетчер устройств. И мы проверяем, все ли драйвера у нас установлены. Вот он у нас открылся. Никаких предупреждений нету, все установлено, все на месте.
этот вопрос можно закрыть. То есть драйвера у нас стоят. Если же какие-то драйвера не установились, то у нас на канале есть описание, как установить драйвера. Подсказка на видео в правом верхнем углу, а мы начинаем активацию Windows. Подробно об активации Windows на нашем сайте nordinfo.ru. Нажимаем «Пуск», «Служебные Windows» и запускаем командную строку от имени администратора. Подтверждаем запрос на запуск командной строки. У вас может потребоваться пароль. И командная строка запустилась. Вводим поочередно команды. Дожидаемся, пока система примет команду и выдаст сообщение об успешной установке ключа. Затем об успешном изменении имени компьютера. И затем уже об успешной активации Windows. Ну а нам нужно проверить активацию Windows. Для этого нажимаем «Пуск», «Параметры», «Обновление и безопасность». Нажимаем вкладочку «Активация». И проверяем, что наша система Windows активирована. Здесь же можем и ввести свой ключ продукта без команд. Ну а нам остается только вернуться на вкладочку «Обновление» и проверить наличие обновлений. Как только система предложит обновиться нам до Windows 11, нажимаем «Установить обновление» и получаем систему Windows 11 с лицензионным ключом. Теперь к этому устройству привязан лицензионный ключ и можем свободно переустанавливать систему. Все равно лицензионный ключ будет привязан уже к этому устройству. Ну а как выполнить чистую установку Windows 11 будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал, смотрите наши видео и решайте свои проблемы без привлечения специалистов. Всего вам доброго!